Всем привет! Допустим, вы купили Mi Pad 4. Это либо в Китае, либо у местного ритейлера, например, связной. Они все продают их примерно с одними прошивками. Это либо китайская оригинальная, либо так называемая вьетнамка, или как-то так она называется. Ее проблема в том, что она непонятно, что за прошивка, как собрали ее, как перевели, кто ее делал, тоже непонятно. Поэтому рекомендуется ее прошивать на прошивке от Mirum, либо Xiaomi EU европейской команды. Так, здесь варианта два. Вам может прийти с разблокированным загрузчиком, если у вас установлена та самая вьетнамка, либо с заблокированным, если стоит китайская. Если у вас китайская прошивка, вам необходимо подать запрос на разблокировку, и после разблокировки вы можете уже, соответственно, прошивать его. Если же у вас загрузчик разблокирован, вы можете спокойно устанавливать кастомное recovery, тоже TVRP, например, и устанавливать прошивку. Итак, поехали. Значит, понять, заблокирован или разблокирован очень легко. Для начала можно его просто перезагрузить. В процессе перезагрузки на разблокированном загрузчике снизу будет иконка, указывающая на то, что загрузчик разблокированный, то есть вот unlocked, значит загрузчик разблокирован. Все, значит можно устанавливать кастомный recovery и производить установку прошивки. Сейчас я все это сделаю, хоть у меня и прошит, но чтобы показать. Погнали! Для того, чтобы прошить кастомный recovery в планшет, необходимо утилиты для работы с режимом FastBoot. Обычно называется ADB, драйверы ADB и прочее. Архив надо скачать. Там будут утилиты ADB и FastBoot. Вот сюда же, в эту папку, удобно поместить, собственно, файл recovery, чтобы он был под рукой. И необходимо открыть командную строку. Сделать это можно разными способами. Например, зайти в директорию в Total Commander, Xiaomi, вот, ввести cmd, и у вас откроется окно, где вы, собственно, можете написать fastboot, и вы увидите, ага, сработало. Либо как-то вот можно иначе. Так, либо вот на правую кнопку. Здесь будет что-то типа выполнить команду. Но у меня вот здесь PowerShell есть, или он подойдет. Ага, можно вот так вот сделать. На правую кнопку с нажатой кнопкой Shift. Зажать Shift, нажать правую кнопку и выполнить PowerShell. Ну или окно команд. Там, от зависимости от версии Windows. Ну и еще один способ попасть в директорию, где у вас все распаковано, ввести WinR, ввести команду cmd, да, и, соответственно, выполнить cd. Так, делаем сначала в корень диска, уходим. Все, мы находимся в корне диска C. Нам нужен диск D у меня, допустим. Вводим так, D слэш. Ага, надо cd написать, cd. Нет, все не так. Все, я не так как забыл. Вот, все, D и двоеточие. Все, мы в диске D находимся. Дальше нам нужно прийти в директорию, где у нас все распаковано. У меня это директория Xiaomi. И вот здесь находятся все наши файлы. Теперь мы можем здесь написать fastboot, и все. Это еще один способ, как попасть в эту директорию для тех, кто плохо ориентируется. Перезагружаем. И зажимаем кнопку вниз громкости. Все, режим FastBoot активирован. Сейчас я его подключу. Мы подключили планшет в режиме FastBoot к ноутбуку. Ноутбук у нас на Linux. Все те же самые команды выполняются под Windows. Все идентично. Проверим, что он у нас подключен. Есть. Вот он. Потом FastBoot. Посмотрим, заблокирован ли загрузчик. То он же bootloader. Device info. Ой. FastBoot. Прошу прощения. Так. Устройство разблокировано, да, все нормально, можно шить. Теперь вводим такую команду fastboot, flash, recovery и название того recovery, то есть имя файла того recovery, который вы закинули в директорию. В моем случае это будет вот такой recovery, trp323, mipad, ruvn, и жмем Enter. Все прошит. Теперь нам нужно перезагрузиться. Можно двумя способами это сделать.
либо fastboot reboot. Мы перезагружаемся, зажимаем кнопку громкости вверх или вниз, не помню уже. И либо пишем fastboot boot и опять же название этого recovery. Погнали. Сейчас он загрузится в recovery, и необходимо из recovery перезагрузиться еще раз в recovery, чтобы оно осталось на планшете. Делаем так: reboot, recovery. Вот, отличненько, мы снова в recovery. Здесь, в зависимости от того, что у вас было до этого, если у вас ничего ценного нет в плане прошивки, вы можете смело вайпнуть, то есть очистить Advanced Wipe. Кэш, естественно, данные, да, это internal storage, это все, что хранится внутри планшета в его памяти, все ваши данные. Кэш, систем, все это дело выделяете и смело очищаете. Затем нам необходимо закинуть сюда прошивку, либо сюда, либо на карту памяти SD. И выбрать Install. Так, и где она у нас? Ага, последняя. Так, и выбираем вот эту прошивочку. И шьем ее. Все. По поводу прошивок, какие у нас сейчас есть. Локализованные у нас две адекватных прошивки, насколько я знаю, это Mi Room и Xiaomi EO. Я выбрал вторую. Почитал отзывы там по поводу ошибок и прочего. Ну, в данном случае они примерно равнозначны, отличий почти никаких нет, но мне больше почему-то понравилась вторая, на основе тех данных, что я читал. Здесь уже вам решать. Все, сейчас он зашьется до конца, и можно смело перезагружаться. Видим надпись выполнена, то есть done, и жмем Reboot System. Окей, допустим, у вас установлена прошивка и выходит обновление от Xiaomi EO. Что происходит? Допустим, проверяем. И нам приходит уведомление, что есть обновление. Список изменений. Угу. И ставим загрузить. Теперь 1,4 гигабайта будет скачиваться. Все, пошло скачивание. Так, установка, точнее скачивание завершено. Жмем кнопку установить. Он нас предупреждает, что устройство перезагрузится в recovery, установит выбранный файл, который, собственно, скачан. И да, перезагружаем. После этого он перезагружается автоматически в recovery и производит установку прошивки. Здесь никаких подводных камней быть не должно. Если только recovery какой-нибудь без поддержки установки, но вряд ли вы с таким столкнетесь. Все, пошло ставиться. Здесь никаких подводных камней. Она установится, либо надо будет жмякнуть кнопку перезагрузить, либо она сама перезагрузится. Так что на этом, я думаю, можно заканчивать. Всем спасибо. Надеюсь, было полезно. Пока.